От пациентки. Жалобы на снижение слуха, шум в левом ухе. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 85 лет, дата исследования 13 января 2025 года. Область исследования – височные кости. Представленные томограммы субоптимального качества, толщина скана 1 мм, что снизило информативность исследования и затруднило трактовку его результатов. При компьютерной томографии правой и левой височной кости в аксиальной плоскости с последующим построением многоплоскостных реконструкций изображений, сосцевидный отросток пневматического типа строения. В средней трети чешуи затылочной кости определяются два фокуса разрежения костной ткани, размерами 21 на 10 на 19 мм и 4 на 4 на 4 мм, с признаками нарушения целостности кортикального слоя с обеих сторон. Объемных патологических образований наружного, среднего и внутреннего уха не определяется. Наружный и внутренний кортикальные слои сосцевидного отростка четкие, ровные, целость их не нарушена. Антральная клетка, устье барабанной части евстахиевой трубы, барабанная полость ячейки сосцевидного отростка воздушны. Барабанная полость обычного объема. Стенки ее не истончены, с четкими контурами, эрозия не определяется. Слуховые косточки визуализируются отчетливо, прослеживаются на всем протяжении, анатомические соотношения в них не изменены, контуры их четкие, признаков деструктивных изменений не выявлено. Барабанная перепонка не утолщена, дефектов не обнаружено. Верхняя стенка верхнего полукружного канала справа не изменена, слева истончена, формирует небольшой дефект. Патологических участков спонгиоза по переднему контуру овального окна и поверхностям костных лабиринтов с обеих сторон не выявлено. Луковица еремной вены и сигмовидный синус обычного положения. Внутренние и наружные слуховые проходы не сужены. В левом наружном слуховом проходе визуализируется серная пробка 4 на 3 мм. Костных травматических и деструктивных изменений не выявлено. Заключение. КТ-картина образования чешуи височной кости, эозинофильные гранулемы. Дегисценция верхнего полукружного канала слева, серной пробки слева. Рекомендована консультация онколога, лор-врача. 13 января 2025 года. КМН, доцент Котов МА, а заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Исследование сделано плохо. Сканы очень толстые, 1 мм, поэтому многое не ясно. В целом, можно сказать, что в затылочной кости есть две опухоли, но что это достоверно сказать сложно. Вам нужно к онкологу, да обследоваться. В левом наружном слуховом проходе крупная серная пробка, есть дефект стенки верхнего полукружного канала, тут нужна консультация лор-врача.